Добрый вечер, мои дорогие! С вами ваша Сия. Сегодня мы с вами будем делать небольшую чисточку, предсказания на свече и картах по вариантам. Это первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте. Посмотрим, кто вам завидует, кто вас глазит. И постараемся это снять. Начну я сначала с карт, а потом мы перейдем на свечу. Еще раз объясняю, по вариантам мы с вами делаем чисточку, предсказания на картах, чисточку, и предсказания по свече. Добавлю света. И мы начнем. Начнем мы с первого варианта, горный хрусталь. Вот сюда буду ставить вариантики. Вариант номер 1. И начнем. Начнем мы с карт, чтобы узнать, кто же это вам завидует тут. Кто же вам завидует и глазит? Вот часто бывает так, что завидуют, да, и даже не желая того, могут сглазить. Да что угодно можно сглазить. Личную жизнь, то, что у вас есть детки, там купили машину, хорошая работа. И даже глазят то, что там красоту, допустим, глазят то, что вы энергичная, глазят то, что вы здоровая. И поэтому, чему мне завидовать, многие там пишут, да? Да найдут, поверьте мне. То, что вот здесь мне показывают сразу, внуки, дети есть. То, что вы счастливый, радостный человек, не падайте духом. Вот этому могут завидовать, поверьте мне. Ну что, начнем. И сразу же мы это будем снимать с первого варианта. Я отдаю на рассмотрение высших сил. Чистка будет проходить по правосудию, по высшему суду. Пусть боги сами знают, кому помогать, кого исцелять. Не мне решать, я проводник, только канал, через который идет информация и проходит чистка. Решают все боги. Вот здесь чир у меня. Будем через чир, через Будду чиститься. Через христианский эгрегор, через 4 стихии. Начнем. Кто же? Это человек, с которым вы поссорились или судились. Смотрите. Здесь несколько вариантов, так как это общий расклад. Смотрите, это тот человек, с которым вы поссорились или вы судились. Да, у кого-то это человек может быть кровный, или этот человек судился, да, из-за денег. Здесь судебные разбирательства были. Это тот человек, может быть даже кровник, который сам судился или с вами судился. Судебное разбирательство. Но здесь враг не просто так. Здесь враг не просто так, заметьте. Враг здесь применял магию. После ссоры с вами человек применил магию. Давайте посмотрим, чему завидовал этот человек, чему завидовал, что у вас есть такое, что нету этого человека, чему завидовал этот человек. Здесь женщина одинокая, здесь одиночество, да. Здесь, если меня мастера смотрят, то вашим способностям, и вашему ясновидению. Если вы не мастер, то завидовала вашей интуиции. Вот вы за что не возьметесь, у вас
все получается, да, потому что вы прислушиваетесь к интуиции, обращаете внимание на знаки. Вот этому завидовала. О, вашей мудрости, я же говорю здесь. Здесь меня мудрые люди смотрят. Здесь меня могут смотреть тарологи, целители, ну, ведьмаки, ведьмы. Здесь еще также меня смотрят люди, завидовали вашей красоте. Вы противоположность этой женщины. Или вы светловолосая, она темноволосая. Или вы темноволосая, она светловолосая. Вот здесь разница в возрасте или разница в статусе, разница во внешности есть. Да. Ей очень бы хотелось быть такой мудрой и умной, как вы. Ей бы хотелось иметь такую же красоту, как у вас, да. Что еще здесь? Ну, здесь лицемерие, лицемерная женщина, которая пыталась влезть вам под кожу, да, без мыла взад, да, здесь лицемерила, показывала, что она сочувствует на самом деле. Но это, знаете, вот здесь очень похоже, человек мог быть рожденный в год Зайца, да. Очень завидовала, что, допустим, у вас, может, внуки есть, дети есть, или у вас есть партнер заботливый, а у нее такого не было в жизни. Давайте посмотрим, что же она делала. Но здесь сразу понятно, зависть была к тому, что вы красивые, о вас заботятся, вы, допустим, ездите на отдых куда-то, или, может, вы домохозяйка. Чему? Ну, здесь меня, скорее всего, ведьмы смотрят, вашим способностям завидовала. Она считает, что вы все это имеете благодаря вашим способностям. Но эта женщина как-то или наблюдала за вашим домом, или соседка, или родственница, вхожая в ваш дом, да. Здесь воздействие через перекрестки, сущностей, да, мороки, страхи нагоняла. Здесь мало того, что завидует, да, глазит, да еще здесь магию применяет против вас. Прям магия перевернулась. Ага. А вы что? Ну, здесь вам крадники делали. Крадники, видите, это энергетические, может быть, крадники. Может быть, она и не умеет, да, у вас есть такие способности, а у нее нет, да, она хотела себе украсть, вот. Здесь не просто завидовала, а смотрела на вас и мысленно притягивала это, да, стягивала, воровала, да, крала ваше. Но вы это все остановили. Восьмерка гроб, да, вот эту привязку отожгли, крадник отожгли. И что с ней сейчас? Ну, ясно, она понимает сейчас, что вы почистились. Но здесь продолжает наблюдать за вашим домом, собирает где-то информацию, кто-то ей передает. И здесь привязывается мысленно к вам, да, и таким образом вас пробивает. Но здесь я бы взяла черную свечу, да, потому что здесь черная зависть к вашим способностям. Может быть, и здесь способности по крови у вас. Смотрите на огонь свечи. Все, что у вас было украдено, я
И у меня тоже возвращаю. Способности украсть невозможно, их можно перекрыть. Если перекрывала способности, мы здесь их почистим. Зависть, если это конкурентка, допустим. Здесь еще мне такая информация идет, что здесь, скорее всего, конкурентка. Вот если вы по крови ведьма, да, по крови вы были в прошлых жизнях ведьмой, в ваших жилах текет кровь ведьмы, да, или вам переданы были способности магические по крови, видите, по крови. Вот эта мудрость, да, в вас есть, или она передана была от ваших предков, то здесь вы здесь удачливый человек, здесь еще и, ну, если у вас способности, и деньги тоже вас любят. Очищаем вот эти в клетку, если вас сажали, банку закрывали. Если желали вам, чтобы вас посадили в тюрьму, допустим, заключение. Вот это вот плен, это заключение, да, тюремное может быть. Привязать к вам какое-то тюремное заключение, да, привязать заключение вас в гроб, допустим. Это магическое воздействие через привязка к гробу, да, к смерти какой-то. Вот это тоже выжигаем. Воровство энергии вашей, способности, все это выжигаем. Ну, здесь и хула, сплетни. Посмотрите, какой дым идет. Здесь прям дым идет, валит. Да? Все, что я говорю, сразу же будет сжигаться. И врагу возвращаться. Да будет так. Ну, здесь прям губы такие вышли, да. Это прям разговоров очень много. Грязный язык у этой женщины, конечно. Здесь прям каналы подключки. Каналы подключки, видите, какие они здесь длинные. Она подключала, здесь якоря, скорее всего, были. Потом через круглые предметы, закольцовки, восьмерки были. Замки на работах стояли, замки открываю, ключеводы бросаю. Привязки канала подключки отсекаю. Энергетические, ментальные. Заговоренные. Языком сказанные. Кодировкой поставленные. Через перекрестки сделанные бесов, сущности подселенцев, неупокоенных джинов. Нежить, нечисть, свой мир отправляю безвозвратно. Оставляю только помощников. Те, кто не ворует энергию, те, кто поддерживает, помогает, защищает. Те, кто с ведьмами работает, кто помогает добро делать. Добро только во благо. Здесь влияние было на сердечную чакру. Очень много сплетен. И вот дом опять, видите. Здесь нам показали дом. И здесь показали дом. Здесь какое-то влияние на частный дом, на дачу, допустим. Все это выжигаем. Подклады, якоря деактивируем. Подарки с подкладами. Ну, здесь мне еще застолье показывают. Но застолье небольшое, 3-4 человека. Ну, минимум 5 я вижу, да.
И что-то приносилось. Допустим, знаете, Новый год отмечаете, с салатом человек пришел, да, с тортом, с вином, с водкой, да, что-то принес в руках. Но это не для всех информация, да, исключительная кому-то, я вижу здесь. Это исключение прям такое. Ну, я рада за вас, мои дорогие. Кто-то из вас здесь регулярно, видите, ясность, да, вы регулярно тут чиститесь, вы знаете своих врагов, многие из вас, и вы регулярно тут очищаетесь. Отжигая всю зависть, глаз. Ну, я здесь пентаграмму вижу, сразу мне показывают. И лицо человека. Ой, здесь еще кому-то делали, перекидывали лишний вес. Может, свое облысение. С какого-то мужчину, может быть, на вас. Чтобы вы набирали вес, да, чтобы аппетит был, тянуло покушать. Вот это тоже выжигаем. Все программы на лишний вес выжигаем. Может быть, с мужчиной здесь зависимость перекидывали на вас. Или здесь мужчина еще вот лысоватый такой, полный, тоже завидовал вам. Зависть такая была. Но мужчина женщине, конечно. Но здесь есть такой мужчина. Он выглядит, может, коротко стригется, да, полное лицо. Мне кажется, что он курящий все-таки. Тоже это выжигаем. Зависть людскую выжигаем. Мысли, которые со злом, да, идут в вашу сторону. Ментал выжигаем. Все сказанное, сделанное, поделанное с нас сойдет, да на врага перейдет. Пусть перевернет, и все к врагам вернет. С нас ходит, да на врагов переходит. Перекрестка пришла, на перекресток ушла. От врагов пришло, на врагов пошло. От родственников пришло. На переработку пошло. С леса пришло, в лес шло. С болота пришло, на болото шло. С кладбища пришло, на кладбище шло. С гроба пришло, на гроб пошло. Как металл стынет, так будьте нас навсегда покинет. Ну что, мои дорогие, любимые подписчики, кто не подписался, подпишитесь. Это будет оплата за мою работу. Потому что ничего в мире бесплатно не бывает. Сыр только в мышеловке может быть бесплатный. А потом мышеловка хлопнет, закроет и лапу оторвет, а то и вообще жизнь заберет. Так что всегда нужно быть благодарным, хотя бы комментарий писать. А то и донат выслать стоит. Ну что, мои дорогие, однерочки, я с вами прощаюсь. Пусть будет мой ритуал для вас во благо.
Только во благо. Я все делаю людям во благо. Видите, какая привязка была. И если вы видите, да, здесь прям... Так, сейчас я возьму. Ладно, свечкой посмотрим. Видите, вот сущность на голове. Сущность. Это сущность. Лярва заставляет человека думать, посылать мысли энергетические, посылы в вашу сторону, да, завидовать. Вот она, сущность лярва, да. Вот лицо человека, вот лицо, нос его, глаза, вот уши, да. Лицо человека. Прям видно. Если так перевернуть, здесь сразу видно, что чтобы вы у вас как у утки, понимаете, чтобы вы постоянно еле. Здесь воздействие на горловую чакру сразу видно, да, сущность подсаживали, чтобы у вас в горле першило, да, голос пропадал, уши, горло болело. Прям как у бабайги нос, видите, тут у женщины. Прям на бабаёшку похоже. Подбородок он такой, знаете, нос не с горбинкой, а такой длинный, да, волосы волнистые. Вот не волнистая, а может лохматая, знаете, вот в дульку собирает хвостика, но лохматая, может быть, волнистые волосы были когда-то, но они уже седые и пожомканные. Здесь воздействие на горловую чакру, на уши, на зубы долгое время было, на внешность, зависть. Вот такая женщина, не знаю, как вам видно сейчас. Посмотрите. Вот. Жуть. Ладно. Я эту программу буду ломать. Как привязалась, не хочет отвязываться, да? Программу эту очищаем. Все. Прям мне хочется, не могу, хочу эту сущность сжечь. Не нравится мне эта сущность. Все-таки хотела просто предсказание сделать, а получается целая чистка. Ну что поделаешь, друзья, терпите, потому что, ну как, ну оставить это тоже нельзя. Если это застарелый негатив, от него надо избавляться. Здесь у кого-то могут быть воспаления ушей, менингиты, зубы больные повыпадали. Все это вот тут на работе стояла сущность. Ну никак нельзя, надо от нее избавиться. Всю эту программу сжигаем. Старая работа здесь, скорее всего, у кого-то. Еще мужчина здесь смотрит, помоложе стоит. Голову поднял. Здесь могла настраивать мужчин каких-то. Видите, птицы разговоры здесь были. Кто-то даже расставался из-за этой женщины часто.
А вот она, эта женщина. Прям. Ну что поделаешь, бывает. Ну вот, другое дело. А мы с вами переходим к следующему варианту. Следующий вариант номер 2. Тема у нас сегодня: мы избавляемся от зависти. Кто вам завидовал, кто вас глазит. Посмотрим. Ну и сожгем эту информацию. Это будет у нас расклад, чистка и предсказание по свече. Расслабьтесь, не скрещивайте руки-ноги. Двоечки, я вас приветствую, розовый кварц. Давайте посмотрим, кто же вам завидует. Кто это? Все зависть. Мы сразу меняем эту программу. Надаем на рассмотрение высших сил. Я не чищу ваших своих врагов. Я помогаю только людям с чистой душой. Кому нужна помощь? Бедным людям, то бишь. У кого нет возможности обратиться к мастеру. Но есть возможность выслать донат, написать комментарий. Потому что ничего не бывает бесплатно. Только сыр в мышеловке. Бесплатно бес платит. А зачем вам долги перед бесом? Так. Кто же вам завидует? Ух ты! Ну, здесь сразу или любовница, или это верховная жрица, это ведьма. Но здесь опять вот во втором варианте, как будто с первого во второй перешли. Меня могут смотреть ведьмочки. Жрицы это... А здесь меня могут смотреть жрицы, и вам завидует жрица. Вы находитесь в магической войне, вас кто-то копирует, конкурирует с вами. Ну что здесь? Завидует вашему финансовому положению, завидует тому, что, может, вы хорошо зарабатываете. Здесь конкуренция идет. Кто это, мужчина или в тайне все это за вами наблюдают, скорее всего, все у вас каналы есть в любых соцсетях, Инстаграм, там, не знаю, Телеграм. Но здесь заткнуть вас хотят, закрыть ваш рот хотят, чтобы вы здесь ушли откуда-то, чтобы вас убрали, чтобы вы... Здесь горло тоже перекрывают. Влияют на вашу голову, мороки наводят. Финансовый канал перекрывают, клиентов в свою сторону перетягивают, перекладывают на вас свое безденежье, крадники делают. Ну да, видите, тут женщина тоже занимается магией, здесь конкуренция. Она сидит, слушает ваши ролики, допустим, чистки смотрит и наблюдает за вами. С чайком таким, да. И днем, и ночью. Ну и тут жаба, конечно, душит. Здесь влияние идет на вас. Да. Жрица – это женщина, которая работает с богами, да, она жрица какой-нибудь богини, богов. Это не просто так. Давайте тогда такой вопрос зададим. Тоже вы не похожи. Здесь разный возраст, здесь разный цвет волос, разное отношение к магии, да, допустим, если вы там работаете, допустим, ну, на дому вы обои работаете. Если вы работаете, допустим,
отливки делаете, расклады, то эта женщина другую магию использует. Так, как это влияет на вас? Ну вот, видите, я же говорю, вот здесь рот был открытый, да, и здесь опять, здесь поносят вас. Когда слушают ваш расклад, энергетически выбрасывают большое количество проклятий, да, слов каких-то. Ну, как это на вас влияет? Вы здесь можете, знаете, ни с того ни с сего пугаться, да, чего-то. Сны снятся плохие, страхи появляются у вас. Что здесь? Но здесь на самом деле вы что-то начали замечать, да, какие-то изменения. Здесь может что-то возгорание какое-то получиться. Люди агрессивно настроены против вас. Здесь, может быть, изменения в внешнем виде начались. Страхи появились. Допустим, не хочется чем-то заниматься, допустим, тяжело, не хочете прилечь, не хватает энергии, агрессия спонтанная может быть. Еще чему завидует? Ну, вашей силе. Вы ведьма. Здесь в вашей силе зависть. Ну, вы человек добрый, заботливый. Скорее всего, людям помогаете. Вы душа добрая, прощаете. Вот. А она считает, что ей тяжело. Почему вам так все легко дается? Вы заботливы, о вас заботится. Почему вы можете простить, а она не может прощать так легко, да, отпустить ситуацию. Здесь более светлые такие энергии, я вижу. Вот. Как эта зависть еще влияет на вашу силу, да, на работу с клиентами, как это влияет? Ну, вы здесь чистки делаете, рунами защищаетесь. Ну, развал бывает, да, спонтанная агрессия может быть, развал, допустим, сил не хватает. На финансы это влияет на ваши, на деньги. Вот с больших на маленькие перепрыгиваете, да. Ну, что это? Вот, например, раньше вы много зарабатывали, сейчас копейки считаете. Ну, морок, да, вот в мороке, я же говорю, тут морок, допустим, информация не идет. Что еще может быть? Неправильное решение принимаете. Ну и так далее. Но здесь у вас есть талисманы, есть защита, но все равно это влияет на вас. Чистки все-таки вы тут делаете. Когда уже совсем плохо становится, вы как сапожник без сапог, я здесь вижу. Вы другим людям помогаете, а себе, на себя времени не хватает. Смотрите на огонь свечи, мы начнем. Откроем вам дороги, и себе тоже открою дороги к финансовому благополучию. Выжигаю всю зависть, ненависть, злобу, сущности, нежить, нечисть, бесов, подселенцев, неупокоенных. В свой мир отправляю безвозвратно. Программы, порчи, проклятия. Выжигаю здесь сейчас. Возвращаю всю украденную энергию, силу, способности себе и смотрящим. Отсекаю привязки канала подключки, крадники. Открываю дороги в благополучие в новое.
Сглаз, зависть, конкурентов выжигаю. Проклятие выжигаю. Мороки выжигаю, пелену на глазах, пыльные накидки выжигаю. Осуждение, рассорки выжигаю. Ссоры с клиентами выжигаю. Привязки канала, подключки отсекаю. Все, что дороги перекрывает, способности лишает. Все выжигаю. Все, что на перекрестках было сделано. С перекрестка пришло, на врага ушло. С леса пришло, на врага ушло. С болота пришло, на врага пошло. С кладбища пришло, на врага пошло. От колдунов пришло, на колдунов пошло. От родственников пришло, на переработку ушло. От кровников пришло, на переработку пошло. От завистников, конкурентов пришло. Завистников, конкурентов пошло. Дороги открываю, удачу возвращаю. Ровный рай, до дороги открываю. Зависть, агрессия здесь идет, я вижу. Злоба, ненависть, сплетни, все выжигаю. Наговоры, шепотки, по ветру пущенные, спину сказанные. Ну, здесь сразу видно воздействие на канал, на финансовый канал, да. Опять дом у нас здесь выходит. Человек, может быть, видит вашу машину, ваш дом. Это может быть соседи еще здесь у кого-то вражены. Зависть соседей выжигаю, злобу, ненависть выжигаю. Ну вот здесь такие соседи у кого-то я вижу. Если, допустим, у вас машина или вы там что-то приобрели, значит вы бандюганы.
Вот так думают здесь. А вы, может быть, пашете, работаете, а вас считают здесь бандитом каким-то. И вот эта зависть перекрывает ваши финансы, перекрывает возможности ваши. Не чищу своих ваших врагов. Здесь как-то на зрение влияют. Еще на кого-то. Так, включу свет. Прям одинаково. Посмотрите, насколько карты и сущность, видите, вот она, точно та же, да. Здесь влияние, скорее всего, сейчас вам объясню, что здесь сделали. Здесь пытались сделать ваш вольт. Если нет фотографии, то делали вольт. Но вольт пытались сделать намного больше размером. Для чего? Чтобы вы увеличивались в размерах. И вот интересно, это увеличение задница и живот. Вот чтобы вы как будто бы, если вольт тут делали тряпушный, набивали какой-то мерзостью, да, чтобы вы набиты были мерзостью какой-то. Ну, здесь вольт прям вот он, понятное дело. Вольтовая работа была. Ну, зависти здесь очень много. Так. Сущность здесь, видите, на работе стояла. Демонологическая. Демон прям здесь. Ну, переклады здесь на вас могли делать. Вот так вам покажу сейчас. И вот так переверну. Вот такие работы здесь были. Ну, все. Тоже ломаем эту работу. Ломаем ее. Пространство почистим. Все почистим. Ну что, дальше двигаемся к следующему варианту. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик, делиться видео, что совсем подписки встали у меня. Надеюсь, вы поддержите. И пусть будет во благо мой ритуал двоечки для вас. А мы переходим к следующему варианту, номер 3. Мы с вами делаем чистку, диагностику, смотрим на картах. Вот.
по свече я смотрю и снимаем эти программы, которые нам покажут карты. А зависть мы вообще, я тут программу поставила снять зависть из глаз. Ну что, начнем, мои дорогие, начнем. Зеленый джедаидик. Кто же вам завидует? Кто вас глазит? Кто это? Покажите, проявите. Кто это? Пьющий мужчина вас глазит здесь. Король чаш. Ой. Здесь хочет отомстить, хочет, чтобы вам больно было, закрыть вас, чтобы вы прятались, чтобы вы в нищете были. Ну, здесь прям вообще, да. Может наблюдать за вами этот мужчина. Втайне наблюдает за вами. А еще кто-то есть? Но здесь мужчина не один, здесь с ним рядом девушка, женщина, здесь они вдвоем за вами наблюдают. Если у вас есть ребенок, то могут влиять на вас и вашего ребенка. Очень жадные люди. Если это бывший партнер, то не хочет выплачивать вам алименты. Если нет детей, влияет на вашу работу, хочет обнулить. Обнулить отношения с детьми, с внуками, с друзьями, лишить вас бизнеса, работы. Ну, еще здесь есть женщина. Здесь у вас не один враг. Женщина может быть королева мечей, у нее сын, скорее всего, или супруг. Вот. Король жезлов. Тоже здесь ненависть и злоба в вашу сторону идет. Угу. Давайте посмотрим, как это влияет на вашу жизнь. Как же это влияет? Тут много врагов, не один враг. Как влияет на вашу жизнь? Ну и здесь опять нам говорят, здесь люди под сущностями не могут успокоиться. Здесь у кого-то был треугольник, втайне за вами наблюдают. Здесь ислам даже присутствует, может, на территории ислама живут, наблюдают втайне. Вот. Под масками. Как это влияет на вас? Ну, это влияет на ваши руки почему-то. Влияет на то, чтобы на ваше здоровье, влияет на то, чтобы в ваши руки, допустим, не приходили деньги, чтобы клиентов не было, да. Может, пальцы кривиться стали, здесь, может быть, болят кости у кого-то, вы лечитесь, болеете. Влияет также на ваших детей и внуков. Вот так это влияет на вас. У кого нет детей, то влияет на ваш бизнес, на вашу красоту. Ну, здесь опять нам говорят, здесь парочка, мужчина и женщина. Вот, наблюдают за вами. Опять здесь, видите, обращаются к профессионалу, к ведьме. А магия здесь есть? Покажите магическое воздействие. Какое магическое воздействие здесь есть? Я вижу, что есть тут магическое воздействие. Какое магическое воздействие идет на вас? Ну, все по правосудию, да. Вы ясно понимаете, что здесь и кровники как-то пытаются на вас влиять, или вы чистите своих детей, чистите своего супруга. Здесь как-то повлияло на вашу кровь, не знаю.
Здесь кровотечение, может быть, порезы могли быть. Здесь могли украсть вашу кровь, да. Это влияет так, что вы ссоритесь здесь, может быть. Это повлияло на ваши, допустим, на что? Здесь расставание, может не приезжать дети, внуки. Здесь переехать кому-то пришлось. Ну и на голову это влияет. Безденежье у кого-то из-за этого. Но вы чиститесь, я вижу, да. Видите, на голову влияют через сущностей. А здесь подсаживают сущности, там перекидывают лярв, да, беса на работу ставят, чтобы вы не соображали, не понимали, и чтобы вы принимали неправильные решения, вкладывали неправильные деньги, чтобы вы тратили много денег здесь, может быть. Чтобы ссоры у вас были из-за денег, или из-за того, что мало денег. Видите, ясность, ссоры и монетки, да. Но здесь, чтобы это влияло не только на вас, но и на ваших кровников. Вот это все мы будем очищать. Все это мы будем очищать и врагам возвращать. Сущности бесов, подселенцев, нежить, нечисть отжигаю. Все, что с кровью связано, отжигаю. Если кровью расплачивались, отжигаю. Мороки отжигаю. Все, что на кровь вашу влияли, если вашу кровь в ритуалах использовали, связь с кровью, отсекаю с вашей кровью. Если на вольт капали, откупались, привязывали через кровь вас, то все это отсекать, сжигаю. Если делали на кровотечение, на нападение, на внезапную смерть, на аварии, на операции, все это выжигаю. Зависть выжигаю людскую. Безденежье выжигаю. Сплетни, рассорки выжигаю. Воздействие на отношения, привороты выжигаю на крови. Ну, здесь опять нам парочку показывают. Сразу парочку и наблюдение. 2 человека. Потом плачущего человека возле могилы мне показывают. Сразу, видите, потухла свеча. Коллектив общества 31, 310, 309 может быть. Для кого-то может это что-то значит. Коллектив какой-то вижу. Полного мужчину вижу. Такого полного, круглого прям мужчину вижу. И рядом с ним стройную девушку вижу. Здесь лишний вес, если перебрасывали, перекладывали, окармливали, опаивали, кровь добавляли. Если расплачивались кровью. Все это выжигаю. Все работы на крови отсекаю, сжигаю. Мороки выжигаю, что открываю вам глаза, чтобы вы видели истину, понимали, кто ваши враги. Видели своих врагов, ясно видели их. Ну, здесь кратники энергетические, каналы, подключки, конечно, выжигаю. Ну, мне показывают, что здесь меня разные люди смотрят, разные люди меня смотрят. И поэтому свеча тухнет. Это говорит о том, что сейчас тухнет и на следующего человека переходит. Тухнет на следующего человека. Воздействие на лицо было, на зубы. У кого-то зубы болеть начали. Ой. Это могут быть люди, с которыми вы поссорились.
Это могут быть, вот здесь вообще мне показали, это может быть мать и сын, или, вот видите, тухнет. Или женщина и мужчина младшим возрастом. Завидуют, сплетничают, осуждают. Да что же это будет? Прям прицепились, и от вас не отстают эти люди. Видите, сколько раз тухла свеча, да. Если бы на одного человека я смотрела, то сказала бы, что много негатива, да. Или свеча перестала работать, да, все это жгла. А здесь нет, здесь просто меня смотрят разные люди, поэтому здесь как будто свеча переключается с одного человека на другого. Потому что здесь меня разные люди смотрят, молодые, взрослые. Очень много сплетен. Здесь о вас говорят. Ну, здесь вдова, женщина еще. Или мать, которая потеряла. Может быть, здесь 3 человека, 2, или ангелочка потеряла. Здесь зависть к тому, что у вас-то все нормально, а у нее потери были, да, здесь потеря, как, видите, тут могила, плачет человек на могиле здесь. Но здесь магические воздействия, это старухи какой-то было, хула, проклятия были. Ужас. Смерти кому-то желали. Ну и здесь еще делали на то, что вы тяжело было, вам тяжело было передвигаться. Кому-то делали, здесь скидывали лишний вес. Прям вот, пожалуйста. И чтоб как черепаха, да, круглые были, в виде круга, да. Это не как круг, колесо вокруг там талия, а чтобы вы вообще вот круглые были, скидывали на вас лишний вес. Ну вот, посмотрите, я вам покажу, да. Надеюсь, вам все видно. Вот так. Ну вот, все это мы тоже убираем, ломаем программы. Не забывайте ставить лайки, подписываться, благодарить. Это нужно, потому что для вас работал ритуал. Потому что энергия никуда не девается. Чтобы чистка сработала, вам помогло, всегда нужен энергетический взаимообмен в виде донатов, подписок, лайк, комментарий, что-то вы должны делать, да. Нельзя жить вечно на халяву, как говорится.
Не забывайте, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Десятину нужно всегда отдавать. Делиться с миром, радостью. Ну что, благодарю вас, троечки. Пусть чистка для вас во благо будет. Благодарю богов и богинь. Стихии благодарю, духов рода благодарю, помощников благодарю. А мы переходим к варианту номер 4. Четверочки, вас приветствую. Мы будем с вами делать чистку и заодно посмотрим, кто же завидует, кто глазит вас, кто мешает вам быть счастливой, кто эти люди. И почистим. Посмотрим на картах. Эту программу снимем, очистим. Начнем. Кто же это? Кто же это? Это мать с сыном. Сын подросток или взрослый, или вечный ребенок, да, пьющий. Здесь зависть может быть к тому, что ваши дети не пьющие, а у нее пьющий сын. Понимаете, еще кто-то есть. Кровники есть, завидуют. Чему завидуете? Ну, допустим, у вас машина есть, автомобиль, могут завидовать этому. Или есть, допустим, человек, который помогает, поддерживает. Вот зависть такая есть. Может, родственники вам помогают. А у этих людей никто не помогает. Пьющие в семье, нет автомобиля, да, кто-то завидует вам из знакомых, подруг, завидует, что вы много путешествуете, хорошо зарабатываете, вы королева пентаклей. Здесь зависть к вашим путешествиям, поездкам, передвижениям, к тому, что вы энергичная, и это хотят лишить. Кому-то здесь даже завидовали так, что у вас аварии были. Ссоры, скандалы были в семье, аварии, допустим, машина там взорвалась, не знаю, машина сломалась. Так. Как это влияет на вашу жизнь? Как же это влияет на вашу жизнь? Как это влияет на вашу жизнь? Здесь эти люди за вами наблюдают постоянно. Ритуалы проводят против вас. Здесь некоторые люди из этих не только завидуют, тут еще и ритуальчики ляпают. Наблюдают и ляпают. Вот завидуют, что у кого-то есть внуки, дети, а у кого-то нет детей. Как это влияет на вашу жизнь? Как это влияет на вашу жизнь? Ну, здесь болезни какие-то, с суставами болезни, с внешностью изменения. Кто-то из вас, у кого-то внуки, дети болеют. Здесь что-то в доме такое происходит, да. Пропадает что-то, да. Воровство какое-то, может, приносят подклады в дом здесь. Как это влияет на вас? Но на всю вашу жизнь влияет, на ваших детей, на ваших внуков. А здесь ведьма работает с вольтиком, колет, протыкает, да, и лишает вас. Денег лишает вас, связи, славы, вот всего этого пытается лишить. Ведьма тут имеет вашу фотографию или ваш вольт. Ну, вы очень добрый, заботливый человек.
У вас очень такая страстная энергия, энергоресурсные. Род здесь вам помогает, родовая сила есть. Рядом с вами такой же мужчина, может быть, или идет в вашу жизнь такой мужчина, или у вашего сына, или дочки такой мужчина рядом есть. Сила и мощь, да. Но здесь пытаются перекрыть ваш бизнес, ваши возможности. Вот так это влияет. Но здесь плохо получается у них, потому что вы здесь, скорее всего, чистились или обращались к мастеру за чисткой. Или у такого мастера чиститесь. Но здесь уже враг устал, если честно, да, сердце болит. Враг из общества, это женщина. Сил нет у нее, она теряет силу, энергию, потому что выбрасывает большое количество грязи, зависти, злобы, негатива, и из-за этого перекрывается у нее сила, да, бездействует на данный момент эта женщина, потому что у нее нет денег, нету силы, нет энергии. А новое у нее закрыто все для нее. И здесь третьих лиц очень много настраивало против вас. Теперь люди от нее отвернулись, нету общения. Предчувствуют, что вы почистились. У нее плохой самонастрой, да, потому что вас любят, у вас все хорошо, ваша энергия при вас. А у нее нет ни отношений, нет ни энергии, нету, да. Здесь, скорее всего, отсеклись отношения, или люди отвернулись, или внуки отвернулись от нее. Не хочет ее навещать, не хочет к ней приезжать. Вот такая здесь ситуация. Ну что, давайте это чистить. Будем убирать эту зависть людскую. Все, что было украдено у вас, возвращаем. Отсекаем все привязки канала подключки. Монеты подброшенные, принесенные, перекинутые, закинутые, подложенные. Все это на безденежье выжигаем. Все подклады выжигаем в виде монет, круглых предметов. Если вами откупались, отжигаем. Зависть, злобу с глаз отжигаем. Сплетни отжигаем. Сущности подселенцев отжигаем. Ну что, здесь не один человек, здесь 2 человека используют магию против вас. На кого-то здесь жабью порчу, прям жаба такая вышла. Жабью порчу делали, но с жабкой поработали. Здесь очень хотят, чтобы вы стали некрасивой, чтобы вас не любили, чтобы вы жабой стали. Или жабой вас даже называют. Перекидывают свои бородавки, родинки, там, я не знаю, лысину свою перекидывают, зрение плохое перекидывают. Все это выжигаю. Здесь очень хотят, чтобы вы отекали, много жрали. Вот это все я тоже отжигаю. Зависимости перекладывают. Ревнуют очень, что у вас отношения есть. Влияет на эрос 1-2 чакру, отжигает. Влияют на ваш самонастрой, да, депрессия может у вас бывает, упадок сил, ничего не хочется, все это выжигаем. Воздействие на ваши руки выжигаем. Если на ваши руки смотрят, влияют, все это выжигаю. Правую руку очищаю, левую руку очищаю, руки-ноги очищаю. Если на почки, на спину влияли, на зубы влияли, все это отжигаю. На ноги, на руки. Отжигаю все эти программы.
здесь и сейчас. Сплетни с глаз отжигаю. Воздействие на первую и вторую чакру отжигаю. Кровотечение, женские заболевания, привязки к первой и второй чакре, привороты отжигаю, переклады отжигаю, кормопои отжигаю. Переклады женских болезней отжигаю. Гормональные дисбалансы выжигаю. Весь негатив отжигаю. Да будет так. Зависть людскую выжигаю, с глаз выжигаю. Вот такая у нас отливочка получилась. Давайте посмотрим. Но здесь кому-то на лишний вес прям делали. Завидовали вашей фигуре. Себя перекладывали на вас. Прям как будто через сущность работали. Завидовали очень тому, что вы стройная, молодая, красивая, энергичная. И вот здесь влияли на первую и вторую чакру. Перекидывали на вас свое обжорство, зависимость, лишний вес, вот это все. Ой, здесь шабашем на кого-то магичили, прям целый коллектив. Обсуждали кого-то шабашем. К ведьме обращались, здесь ведьму вижу. Ведьма под лярвой здесь. На пару влияли, может быть, пара на вас влияла. Кому-то кормопои делали. На голову влияли. Здесь завидовали, ревновали. Видите, тут два человека идут, а на них смотрит женщина и завидует. Зависть мы отожгли, да. Ну, давайте я вам покажу, чтобы вам видно было. Вот так еще переверну. Надеюсь, всем видно хорошо. Эту сторону покажу. Вот лицо человека вижу, да. Всегда на отливках показывают ваших врагов. Но мы это все ликвидируем, ломаем. Все ломается, врагам возвращается. Откуда пришло, к тому и ушло. Программу все снимаю, очищаю. Зависть людскую очищаю. Да будет так. Ну что, во благо четверочки. Не забывайте подписываться, ставить лайки, благодарить, писать комментарии, кому срезонировало.
по возможности обязательно прочту. Я выбираю день, когда есть у меня время и возможность. Я всегда читаю ваши комментарии. Конечно, не все могу ответить. Уже я не настолько молода. Очки надо одевать, сами понимаете. Вот. Читать. Ну, читаю, поверьте мне. А когда читаю, с вами выхожу на связь, да. У нас такая энергетическая связь, да, и тогда ваши расклады у меня резонируют. Ну что, я вас всех благодарю за то, что остаетесь со мной, за то, что высылаете донаты, пишите комментарии, подписывайтесь. Люблю вас, мои дорогие. И пусть мой расклад, чистка для вас будет во благо. С вами была ваша Сия. Прощаюсь исключительно до следующего видео. Пока-пока. Люблю вас. Пока.